Привет, пилоты! Как у вас дела? На связи ремейкер, вы на канале Тифру. Читаю ваши комменты, что мы ждем от следующей игры, какие аспекты хотелось бы оставить, какие улучшить, а что и вовсе желательнее выпилить. Но все-таки главный аспект, который меня подтолкнул остаться на фронтире, это сами титаны. Вернее, контрастная вариация геймплея, когда первые минуты в начале матча мы участвуем в динамических схватках на своих двоих, и далее вызываем меха, который разительно преображает геймплей и позволяет почувствовать в какой-то степени неуязвимость. Пусть и непродолжительное время, и стоит отметить, что по большей части это делается в стиле Call of Duty, а не тех мехов, которые были представлены в данной нише ранее. Titanfall, честно говоря, не совсем жанр меха как таковой, здесь скорее на 70% это геймплей Call of Duty с паркуром и стрельбой, по основе своей с уклоном чуть ближе к Quake и Unreal. И на 30% это мехи, которые ведут себя примерно по схожему шаблону, с элементами героики, и особенно это ощущается в сиквеле, когда за титанами закрепились заданные абилитис без возможности на кастомизацию. Так сказать, одна из ключевых претензий апексеров и многих других топ и не очень стримеров из той же колды, там Warzone, Fortnite или Valorant, заключается в наличии титанов, которые, по их мнению, крайне неуместны в компетитив-шутере и ломают баланс. Осталось только понять, где в истреблении собственная компетитив составляющая. Но одно можно сказать наверняка, всяких там шраудов, нинджа, тифуфов и прочих, их просто не заставишь месяцами транслировать на Твиче тот же новый Titanfall, который обязан был релизнуться в 2019 году, но далее итоги вам известны. Одним из краеугольных камней были и остаются титаны, то есть сами пилотируемые боевые роботы, ставшие самой нерешаемой переменной, которая ранее, как признавались сами респы, была нереализуема в батл-рояле, и именно титаны по большей части стали самой настоящей головной болью, с которой они старательно пытались там справиться, и все мы знаем, что из этого по итогу вышло. В любом случае, к примеру, марафоном спамом платных подписок на Шрауда от респов еще можно было как-то там продвигать мультиплеерный компетитив, но с никому не нужными махинами, которые отчасти, по правде так сказать, немного ломают баланс, этого нельзя сделать даже за подобные плюшки. Такие игроки с профессиональным прошлым и киберспорт направленностью в геймплее просто не смогут задержать в подобном проекте ни себя, ни свою Twitch-аудиторию, да и вообще мехи – это вредно для бизнеса. Они 70 лет строили гигантских роботов, но Запад так и не смог сломать их культурный код. Япония. Страна восходящего солнца, по-особому цветущей сакуры и гигантских роботов, которые уже как более полувека сводят местных геймеров и собирателей моделей Gunpla с ума, но остаются непонятыми как для западной и в особенности для нашей СНГ аудитории. В последние годы меня довольно остро интересовал вопрос, почему серия Titanfall так непопулярна и в чем реальная причина такой глубочайшей нишевости всей мехотематики в целом. Да, фанаты мехов, само собой. Я понимаю, что Titanfall это не совсем прям на 100% про мехов, и как говорилось выше, это больше и в основе своей Call of Duty. Call of Duty направленный проект, от создателей лучших частей онной серии. Но все-таки субъективно для меня, как для человека в последние годы интересующегося мехотематикой и делающего трай диверсификации как своих интересов в заданной плоскости, так и контента на канале в целом, что идентифицировано как миссия невыполнима. Так вот, для меня подобный вопрос невозможности интеграции мехотематики в культурную среду Запада и отсюда побочно вытекающей проблематичности вылета Titanfall из разряда нишевости в дивизион попсы, все это довольно интересный предмет исследования и, так сказать, вопрос стоит ребром. Что делать, кто виноват и как, собственно, со всем этим жить? Никому неизвестная серия. Можно с этим согласиться, но опять же, если мы говорим о Titanfall, весь мир наблюдал за файтом команды Зампеллы и самым известным издателем в мире AAA-шутеров Activision. Далее все фанаты Call of Duty комьюнити и игровые СМИ фиксировали каждый шаг по разработке Титанов. После первая часть продалась в каких-то просто нереально космических масштабов того времени, без каких-либо подвохов со стороны там неудачного релизного окна, недостаточной пиар-компании, еще чего-то там. Titanfall 1 за какие-то полгода он продался в 10 миллионов копий на PC и Xbox One,
что является, феноменальным уникум результатом для новоиспеченной независимой студии штатом менее 100 человек. Не считая тестеров, людей на аутсорсе и сотрудников из самой Electronic Arts, которые на тот момент являлись только партнерами в плане издательства на равных с Microsoft. А Майки, стоит упомянуть, в свое время заключили выгодное соглашение с респами о консольной эксклюзивности первых Титанов и их продвижению на новой консоли Xbox One. Вернее, продвижению новой консоли через пиар-компанию первого Titanfall при посредничестве Electronic Arts. В общем, первые Титаны продвигались везде и ожидались всеми и всюду. Игра вышла, продукт стал коммерческим успехом, но далее стремительно терял игроков. Да, одной из ключевых причин называлось отсутствие контента, что является не совсем правдой, так как новые map DLC нет-нет да выпускались, но поначалу заплатно. И их, между прочим, активно раскупали. Базового контента хватало как минимум на 1/10 часов. Все же одной из ключевых причин было наличие Титанов. Прошу заметить, что это не какая-то там крахообразующая проблема или некий главный виновник нишевости франшизы в целом, но для подобного Call of Duty направленного проекта все же гигантские мехи, резво рассекающие по карте и доминирующие над новичками, полусредними игроками или даже просто обывателями, купившими игру из-за Call of Duty подобного геймплея, да еще и на скидках. Такие мехи в онлайн-шутере, говоря по-простому, стали одним из многих элементов большого пазла, которые привели к стремительному оттоку игроков из первого Titanfall. К тому же почти сразу после релиза их, Винс Зампелло заикнулся об активной разработке сиквела, который должны были анонсировать по сегодняшним меркам довольно скоро, довольно быстро, что своего рода стало также одним из сигналов: над первым Titanfall далее никто особо заморачиваться не станет. Что стало с мехами во второй части? Они немного сменили курс. Electronic Arts, конечно же, не занимались прям активнейшей пиар-компанией сиквела, и нафиг надо, франшизы, как и сами респы на тот момент, им все еще никак не принадлежали. Но все-таки на поездку в Японию электроники не скупились. Hello Japanese pilots, I'm Joel Emsley, art director on Titanfall 2. On behalf of the entire team at Respawn Entertainment, I wanted to start this message off by thanking all the Japanese players for participating in the Titanfall 2 tech test back in August and for visiting our booth at the Tokyo Game Show. The reception and support we got from everyone we met at Tokyo Game Show was overwhelmingly positive and something that we hold very dear to us. As a token of our appreciation and inspired by our trip to Japan, we went straight back to the studio and started working on a special gift just for you. А то и понятно, страна восходящего солнца являлась одним из самых коммерчески привлекательных мест для Титанов. Да, это Call of Duty направленный проект, ориентированный на заранее обозначенную аудиторию, но привлечь хотя бы какое-то внимание азиатского рынка, который ежегодно зарабатывает на меха-тематике 30-50 миллиардов йен, сколько это будет в долларах при коррект-эконом-расчетах, а не при абстрактной конвертации валют, просто представить страшно. На самом деле, пиар-компания Titanfall 2 в Японии, она была по итоговым результатам провальной, и продажи сиквела в данном регионе говорили сами за себя. Если в первые 3 месяца объемы продаж Titanfall 2 по всему миру составляли до 4 миллионов проданных копий, то на ключевом японском меха-рынке, вернее рынке для мехов, эти цифры были по данным портала Famitsu что-то в районе 50 тысяч копий за аналогичный период на всех платформах. И знаете, это довольно показательно. Японский рынок, он довольно быстро холодит непопулярные проекты, и уже через считанные недели подобные игры моментально исчезают из топов. Там любят чисто своих мехов, которые являются для местных чем-то вроде национальной гордости. А тема Titanfall рассматривается ими не иначе, как очередная пострелушка с роботами. И в этом, собственно, и есть ключевая разница между восточными и западными мехами. Гигантские роботы Востока – это не просто средство для ведения боевых действий или раздел руководства 100-страничного описания в Battletech по механикам перегрева. Это прежде всего продолжение человека. Это антропоморфность. Те же Гандамы и Евы выглядят как рыцари-защитники или управляемые монстры, а не просто как какие-то машины. Пилоты – это не столько хорошо обученные, закаленные в боях воины, а скорее дети. Травмированные эмоционально через тему потери, одиночества и взросления. Синдзи в Evangelion, Камилли в Гандам Зета.
Мобильный мех способен стать не только инструментом для достижения целей боевых операций, но и матерью, другом или проклятием. К слову, что-то подобное Respawn пытались реализовать в ZBT в Titanfall 2, что сразу же бросалось в глаза, как уход от сеттинга западных мехов из первых Титанов к восточным. Отмечаю сарказм, я больше не потеряю пилота. Доверьтесь мне. В то время как западные мехи за последние 40 лет это прежде всего тактические симуляторы с чутким соблюдением баланса между показателями брони, массы и, самое главное, перегрева, пилоты это профессиональные воины вроде Штайнер Девиана, Ластимозы, Ивана Керенского, Маккаллана или Близко. По большей части они являются опытными бойцами, но не детьми. Даже если вспоминать, тот же Джек Купер уже обладал богатым боевым опытом в роли пехотинца и ранее проходил тренировки в титановых симуляторах. К примеру, если вспоминать Евангелион, я не могу пилотировать Еву, если все, что я делаю, это причиняю боль и убиваю людей. И с другой стороны, Battletech, MechWarrior, перегрев правого лазера, ожидайте остывания, пилот. И ты такой, твою же мать, нужно было установить дополнительные радиаторы. Здесь также есть различия в дизайне и реализме. Мехи Востока это острые углы, дерзкие цвета, громадные роботы. Иногда это одушевленность. Мехи кричат, дерутся в рукопашную, испытывают отчаяние. Восточный мех это прежде всего персонаж, в то время как западный это просто продвинутый боевой транспорт. Вот если затрагивать сюжетный аспект, мехи Востока это прежде всего показ реальной несправедливости и отвращения ужасом войны глазами ребенка или очень молодого воина. Это экзистенциализм, вытекающий через депрессию, страх и чувство одиночества. И здесь же одновременно контрастирует плод мехов Запада, это сугубо политика, сугубо предательство и, конечно же, всеми нами любимые контракты. Фанаты MechWarrior 5 Mercenaries знают об этом не понаслышке. Ну а если мы затронем тему Titanfall, вот прямо полностью первую и вторую часть с какими-то там отрывками лора, здесь у нас будет проглядываться банальный прагматизм. Силы ополчения против силы МС, без каких-либо излишних рефлексий. Да, есть кейсы Купера и BT, но они убийственно урезаны, эмоциональных моментов в игре до безумного мало. Хотя и концовка бьет в самое сердечко. Прежде всего, произведения мехов Востока, они о людях. Не просто как о бойцах, которым нужно выполнять важное задание или добить там очередной квест, они прежде всего о людском. Далее идет эстетика, просто какой-то безбашенный дизайн и нестандартной формы. Возьмем, к примеру, всем известный, тот же ставший более-менее популярным на Западе Armored Core 6 и сравним его мехов с теми же Титанами или боевыми роботами из вселенной Battletech, и как видите, все как бы сразу встает на свои места. Да, кому-то больше нравится строгость форм и реалистичность конструкций, здесь вопросов нет, но при всем своем величии, а вселенная Battletech это старейшая и одна из самых уважаемых франшиз не просто в каком-то там регионе, а в целом по миру всему, но, к сожалению, это ниша нишевая. Даже на своей родине. А мехи в той же Японии – это тема национальной гордости и один из переломных моментов для истории страны. Это еще и ностальгия. Все-таки около 70 лет эволюции в жанре не остались без последствий и напрямую, так или иначе, воздействовали на весь мехасегмент в целом, начиная от манги, аниме, западных проектов Голливуда и заканчивая видеоиграми. Мехи Востока, можно сказать, это вот не совсем прям необходимая, а во многом даже и непостижимая для нас область, которая формировалась в течение около 70 лет на осколках поражения Японии во Второй мировой войне, когда свое массовое оружие, своя полноценная армия, все это под запретом на уровне Конституции, молодое поколение пережило ядерные бомбардировки, и в обществе начинает формироваться спрос на образ всенародных защитников, которым было бы подвластно то, что было не подвластно Богу-Императору. Был спрос на что-то новое, что-то, что находится не под запретом. Огромные рыцари в необычных доспехах, которые смогут сместить старых обидчиков и защитят от угроз мира нового. У нас же напротив, в
топах всегда будут танки, шутеры про околосовременную войну и обязательно с огнестрельным баллистическим оружием, которое, собственно, не ограничивали на уровне культуры или государства. Там «Спасти рядового Райана», «Падение черного ястреба», «Форест Гамп», «Апокалипсис сегодня», «Цельнометаллическая оболочка». Также нас всегда будут цеплять истории, основанные на постапокалипсисе или прикосновении к непонятному. Там «Пикник на обочине», «Сталкер», «Трудно быть богом», «Безумный Макс», «Days Gone», серия «Метро», «Fallout», тема зомби, тема биооружия и т.д. и т.п. Это все уже давно стало частью нашего культурного кода последних десятилетий. И, наверное, очень редкий случай, если в вашей библиотеке Steam или там консолей найдутся какие-то проекты типа Front Mission, игры серии Gundam, Super Robot Wars, Armored Core или хотя бы MechWarrior и Battletech. А ведь есть и менее известные игры поджанра, такие как Into the Brick, Phantom Brigade, Demon Ex Machina и многие-многие другие, которые либо редкие гости никогда не появляются в топах региональных сторов, либо просто-напросто ранее вообще официально не издавались, не выходили там даже на английском языке. Меха-тематика, она никогда не станет популярной в западном мире, прежде всего из-за культурного барьера и другого толка восприятия действительности, которая, к слову, проходит свой путь не только через видеоигры, там и фильмы, и даже такой проект от мега популярнейших фромсофтеров, как Armored Core 6, он остался, собственно, в пределах своей ниши, и несмотря на хайп Soul Strain первых месяцев, он не смог стать какой-либо важной частью нашей массовой культуры и не сможет, никогда не сможет, ни при каких обстоятельствах массово и надолго. Собственно, ни отнять, ни добавить. За сим прощаюсь, следите за этим каналом, и возможно когда-нибудь это все закончится. Это был Ремейкер. Отключаюсь.